это приготовьтесь. Привет, заходи. Привет, привет. Я немножко... У меня зрение не очень, если честно. Я не ношу ни линзы, ни очки, но даже без зрения... Вот это у меня, на самом деле, день рождения уже был месяц назад. Я тебе честно могу сказать, месяц назад. И поэтому я все подарки, которые, возможно, думал, что получу. А теперь, видимо, думаю, что не получу. Но... Привет! Даже не знаю, что... Привет. Кстати, привет. Хорошо выглядишь, если тебе не говорили еще сегодня этот комплимент. Я тебе его скажу. Ты выглядишь просто... У меня даже плечо свело, прости, сейчас, секунду. Ты выглядишь просто замечательно. Не скажешь, просто карнавал еще до новогодних елок далеко, а ты в каком-то тематическом образе. Это по поводу сегодняшнего свидания или все-таки у тебя какое-то другое настроение? Расскажи, что с тобой? Очень интересно. В общем, у меня муж. Итак, мы вышли на улицу с одним единственным вопросом. Какой таксопарк в России вы считаете самым лучшим? Послушаем, что отвечали люди. Такси хайп. 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 Лучше. Ну что ж, все говорит само за себя. Звоните или пишите в WhatsApp, номер которого вы увидите в описании. Все очень просто. Подключайся в парк Такси Хайп, и будет тебе счастье, куча бабла и много-много позитива. Удачи! У меня муж, Так. он уехал в Испанию, у нас там недвижимость. Хороший. Я поздравляю тебя. И с мужем, и с недвижимостью в Испании. Да, он там Я занимается... немножко вспотел, извини, чуть-чуть капельку. Ну давай. Да. Он там занимается своими делами, налоги решает, можем еще одну недвижимость купим, вот. Ничего себе. Поэтому пока у меня есть время, я решила развлечься. Я люблю БДСМ-вечеринки пожестче, иногда даже в свингер-клуб хожу, вот. Поэтому пока есть время, я развлекаюсь как могу, вот. А как муж относится к твоим вообще, вот, или он... Как муж относится к твоим забавам? Вот, мне интересно. Он даже не знает. Я пока, ты честно могу сказать, ты просто... Обычно все приходят, знаешь, там, типа такие скромные, а куда поедем, что пожрем, там, где чего, бля. А ты пришла сразу, с козырей зашла. Да. Да, с козырей. Поэтому у меня вопросы много. И один из них, а муж как относится к этим? Он даже не знает. Ах, вот оно что. Да, я любительница острых ощущений, а он, к сожалению, импотент в свои 55, поэтому приходится искать где-то на стороне. Зато недвижимость в Испании. Да, тоже неплохо иногда летом бывает там. Так, а ты сейчас откуда, прости, ты сказала? Вечеринка, лошадка пати. Лошадка пати? Да. Я слышал что-то, звон, но не знаю, где он. Видимо, я так понимаю, она именно вот по тематике. И как прошла вечеринка? Ой, просто шикарно. Но, к сожалению, не было острых ощущений, никаких, хочется мне пожестче. А почему не было острых ощущений? Ну, все какие-то слабаки. Мне нужно долго, сильно, жестко, во все дырочки. А там как-то, ну, нормально, поинтереснее, конечно, чем ничего, но хотелось бы получше. Слушай, ну, это все прекрасно, но ты, я так понимаю, раз ты не перевоплотилась обратно, то ты, я так понимаю, хочешь продолжение банкета? Нет, выезжать не будем. Да. Выезжать, чувствую, мы сегодня, не знаю как. Ты хочешь продолжение банкета? Конечно, почему бы нет? С таким мужчиной. А, со мной? Да. Я на всякий случай уточню просто. Да, ну, с кем я пришла на свидание. Энергии просто у тебя много. Очень хочется ее воплотить. О, я понял. Слушай, а мне же уже не 25 по поводу быстро. Господи, немножко напугало, я глаза закрыл, прости. Ну, было, конечно. Скажи, пожалуйста, да, я просто уточню, мне не 25 по поводу быстро. Почему я быстро говорю? По поводу долго, жестко и вот это вот я могу не оправдать надежд. Узнаем. Да? Да.
И вот, скажи, пожалуйста, а ты планируешь использовать вот этот вот, я даже не знаю, как это назвать. Лёдка. Да, я понял. Ты планируешь использовать? Планируешь, да? Да. Ганс, Грубер. Здрасте. Шлепать? Слушай, шлепают младенцев по попке за косяки, а вот этой херней можно, ну, я прям слышу, как воздух она режет. Нет, я понял, можно не демонстрировать. У меня глаз заслезился немножко, ты извини, конечно. Я просто думал, что сегодня будет какой-то романтический настрой. Вот, и такой, знаешь, не был чуть-чуть... немножко шоковая реакция у меня. Скажи, скажем так, то есть тебе не нужна, да, эта прелюдия, типа рестораны, вся вот эта... Нет, то есть тебе вообще вся эта глуха нахер не нужна? Нет, грубо. Чем быстрее, тем лучше. У меня осталось 3 дня до того, как приедет муж. 3 дня, понимаешь? Я хочу острых ощущений, а мне их не дают. Я готова заплатить тебе бабки. 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч, 50, 100. Даже так? Да. Так, подожди, стоп. Секунду. Какой-то должен быть подвох. У меня было несколько свиданий, скажем так. Вот. И везде они были примерно одинаковые. Типа, куда поедем, как я уже сказал, пожрем, сколько ты зарабатываешь, типа, на что ты готов ради меня и так далее. А тут у меня какой-то и девушки очень скромные были, приходили, одевались. А у меня какой-то диссонанс. Ты сейчас выглядишь как один из моих снов в 13 лет, 14, вот. Да. И ты готова заплатить мне денег за то, чтобы я поучаствовал в твоем, даже не знаю, как это сказать-то, перформансе вот в этом, да? Знаешь, я тебе могу так сказать, вот честно. Нижняя часть моего тела говорит, что это круто. Это прям вообще круто. Я на тебя смотрю, и прям нижняя часть тела говорит, что, ну, Женек, ты чё тут как целка валдайская ломаешься? А вот верхняя часть тела у меня сразу вспоминает цены на травматологию, вот на эту всю историю. Там даже сейчас обычная мазь Траумель там от ушибов, она в аптеке очень много стоит. И вот эта вот история про долго, сурово и качественно, я вот уже начал сомневаться, потому что если на всей лошадке Пати не нашлось чувака или чуваков, я не знаю просто насколько ты ненасытная, которые смогли бы тебя порадовать, то боюсь, что я могу, ну, как бы сломаться, как удочка бамбуковая, понимаешь? Ну, такое тоже возможно. Возможно, нет, но мне кажется, что я, могу не потянуть. А может, попробуем все-таки? Если бы я был лет на 15 моложе, я бы попробовал. А тут даже деньги особо не нужны. Знаешь, что я представляю сейчас? Вот все равно все равно у меня почему-то перед глазами кадр из «Криминального чтива», где у Брюса Уиллиса и вот этого второго чувака во рту шарик красный. Вот, они стоят в определенной позе, а сзади 2 нехороших человека пытаются над ними надругаться. Вот честно тебе могу сказать, у меня почему-то в глазах такое. Я могу быть неправ, но у меня почему-то вот так. Да все вы мужики такие. На словах вы львы толстые, а на деле хуи простые. Пошел ты! Ты оденься, а то ты простудишься. Нет, друзья мои, спокойно. Не надо только мне ничего говорить. Женек, ты долб. Не надо. Женек был в 20-25 лет, когда он во все авантюры вписывался. А сейчас о здоровье надо подумать, понимаете? То геморрой вылезет, то подагра, то межпозвонковые грыжи. Зрение вообще ни к черту. А год назад я ковидом переболел. Чуть кони не двинул. У меня здоровье слабенькое. Я на эту кенгуру пати схожу, понимаете, и потом у меня карман появится, как у кенгуру, только сзади, меж булок, вот такого размера. Хер его знает, что там будет. Но, если по-честному, я, конечно, нехило подзавелся. Я люблю такие вот прям, ну, если бы чуть-чуть помягче был бы заход, да, сначала бы она маску достала, потом плеточкой засветила, а когда вот такое вбегает и начинает говорить: сейчас я тебя порадую 2 раза, но ты должен долго
качественно и, и все остальное. Я боюсь, что я могу... Ну и плюс все-таки не хотелось бы ударить в грязь лицом, да, типа, я же там писал, что я как, с другой стороны, еще и деньги подкупают. Прикинь бы, она 100 дала. Да похуй, смог бы я там, не смог, 100 тысяч рублей. Ну, ударил бы в грязь лицом немножко, за 100-то можно. Деньги-то не пахнут. Или все-таки пахнут? Что теперь делать с нижней частью тела-то? Мужчины, рассказывайте, как справляетесь? Дрова колите, на рыбок смотрите, что-нибудь делаете, не знаю, как-то, может быть, подключаете руки, расскажите, что делать, дайте совет, как отпустить голову теперь. Надо выпить кофе. А лучше не кофе. Какое-то успокоительное надо выпить, какую-то таблетку, чтобы не думать теперь о том, о чем я думаю, а именно об упущенных возможностях. Но, друзья мои, я в последнее время не ведусь на эту халяву. Там, где тебе предлагают много всего и сразу, как правило, есть нюансы. И вот этот нюанс, как я уже сказал, может превратить меня из красивого, привлекательного и сильного мужчину в безвольную, обоссанную тряпку. По 10-бальной шкале девочку оцените. Я ставлю 10, даже 11. Вот. И мою трусость оцените. Я ставлю ей тоже 10. Трусость моя на высоте. Пишите. Я поеду. Поеду что-то делать с этим. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.